Что такое сид-фраза и зачем она нужна? Как с помощью сид-фразы можно восстановить свой кошелек и насколько это безопасно? Вы на канале Crypto Insight, и мы начинаем. Если вы доверяете третьим лицам в хранении ваших средств, то вам не нужен биткоин. Лучше уж довериться банку, чем какому-то неизвестному серверу, на котором хранится ваш биткоин-кошелек. Криптография, на которой работает биткоин, позволяет создавать резервные копии кошельков без какой-либо сторонней помощи. По факту, если есть одна единственная причина, по которой из-за биткоина можно разволноваться, то вот какая. Кто угодно может полностью контролировать свои деньги. Давайте же начнем с того, как вы можете восстановить свой кошелек с помощью сид-фразы. Большинство кошельков имеет встроенную функцию бэкапа. Бэкап кошелька или же сид-фраза, ключ, зачастую состоит из набора случайных английских слов. Зачастую из 12, иногда из 18 и 24. Сид-фраза выглядит вот так. Подобная цепочка слов не имеет никакого смысла, но может оказаться самой дорогой последовательностью слов за всю историю человечества. Сид-фраза – это все, что нужно знать, чтобы восстановить свой кошелек, вне зависимости от того, сколько адресов вы создали и сколько транзакций провели. Вы можете написать сид-ключ на бумажном листке, скопировать содержимое листка, положить его в хранилище, выгравировать слова на камне, использовать техники запоминания и хранить слова в голове, внести их в завещание. Неважно, как именно вы это сделаете. Если вы смогли сохранить ключ так, чтобы никто кроме вас не смог его прочитать, вы можете отформатировать жесткий диск, сжечь компьютер и выбросить телефон в океан. И даже тогда у вас будет возможность восстановить утраченные монеты. Последовательность слов – все, что вам необходимо знать. Если вы сможете запомнить 12 слов из сид-фразы, то можно путешествовать по всему миру, даже не перевозя с собой биткоины, например, на аппаратных кошельках. Если нет устройства, нет кошелька, нет монет. Но вы всегда сможете восстановить свои средства в любой точке мира. Главное – это знать сид-фразу. Никто не сможет украсть у вас деньги, и никто не сможет их заблокировать. Разве это не магия? Вы можете хранить деньги у себя в голове. Как получить сид-фразу и где восстановить свой кошелек? Все очень просто. Загрузите программу кошелек с поддержкой так называемых иерархических детерминированных кошельков. Так как почти каждый биткоин-кошелек поддерживает эту технологию, список пригодных кошельков достаточно широк. Некоторые из них – Bizar, Electrum, Exodus, Jaxx, Ledger, Trezor. Эти кошельки потребуют от вас записать ваш сид перед тем, как вы сможете впервые открыть кошелек. Записав сид, вы выполнили самое сложное. Теперь у вас имеется строка с магическими словами. Но самый интересный вопрос остается открытым. Как вы восстановите ваши деньги? Когда жесткий диск ломается или смартфон попадает под каток, как вам вернуть доступ к монетам при помощи сид-ключа? Самое захватывающее во всей истории то, как вы будете использовать сид для возврата доступа. Вы увидите себя сидящим у компьютера с замиранием сердца, пока кошелек разворачивает ваш бэкап. Когда вы впервые используете несколько слов для восстановления ваших монет на другой системе, возможно находящейся за тысячи километров от той, где вы изначально их хранили, этот момент будет магическим для вас и биткоина. Самый простой способ быстро восстановить монеты – использовать такой же кошелек, какой вы использовали для генерации сид-ключа. Если бэкап создавался при помощи Electrum, используйте его. Если был использован Trezor, то опять же используйте его и так далее. Вы сможете непринужденно восстановить монеты. На некоторых кошельках вам необходимо искать опцию восстановления средств из бэкапа, на других вам необходимо открыть новый кошелек из SID. После некоторых поисков вы найдете эту опцию. Откроется специальное поле, в которое вы введете ваши магические слова и все деньги будут восстановлены. Но не всегда все так просто, как кажется. Что, если вы потеряли свое устройство? Что, если ваш Trezor сломался? Что, если пропадет сервер, поддерживающий работу кошельков вроде Electrum, Jaxx или Bizar? Как можно восстановить свои средства в такой ситуации? Преимущество криптографии заключается в том, что у вас всегда есть ваши приватные ключи. Сид-фраза является основой для развертывания всех ваших приватных ключей со всей математической строгостью. Давайте на секунду углубимся в криптографические детали. Существует криптографическая процедура, называемая иерархически детерминированный кошелек. Она переводит сид-фразу в мастер-ключ, из которого все остальные ключи развертываются в детерминистическом порядке. Проще говоря, ваш сид-ключ работает независимо от типа кошелька. Ему не нужно доверять, это математика. Бэкап, который был создан при помощи кошелька Trezor, сработает и в Exodus. Единственная проблема состоит в том, что существует два типа стандартов. В то время как ключевая фраза SID и мастер-ключ одинаково стандартизированы, существует два способа восстановить ключ и адрес вашего кошелька. Они называются BIP32 и BIP44. Так что, если вы создали сид, используя кошелек с поддержкой BIP44, вроде Bizar, и пытаетесь восстановить его при помощи кошелька BIP32 типа Electrum, то вы откроете пустой кошелек.
Значит, необходимо выяснить, какой кошелек подходит для восстановления. Сейчас на ваших экранах таблица, показывающая пути развертывания, которые используются самыми популярными криптовалютными кошельками. Список не полон, и нет гарантии, так как нет точной информации о том, какой кошелек использует какой BIP. Помимо этого, существует несколько реализаций метода. Например, некоторые кошельки, вроде Ledger, используют фразу из 24 слов, тогда как другие, вроде Exodus, будут использовать сид из 12 слов. И нет, вы не отделаетесь тем, что просто будете везде использовать первые 12 слов. Сид из 12 слов несовместим с кошельком, поддерживающим сид из 24. Также не все кошельки используют и понимают тот же словарный набор, а у некоторых отсутствует правильная реализация путей развертывания. Например, Exodus может восстановить лишь первые 4 адреса, созданные с помощью мастер-ключа. А на Coinspace у нас не было возможности восстановить адреса, созданные при помощи другого кошелька, и так далее. Если у вас возникли трудности с восстановлением кошелька из-за неопределенных стандартов восстановления, то можно посетить сайт-генератор BIP39 или BIP32. Здесь вы можете просто ввести свой сид-ключ и получить всю необходимую для восстановления ваших средств информацию. Первое. Приложение отобразит для вас приватные ключи и адреса. Вы сможете взять их и использовать для восстановления адресов в Bitcoin Core, Electrum и других кошельках, позволяющих импортировать приватные ключи. Второе. Инструменты покажут вам расширенный ключ BIP32, Extended Key и мастер-ключ, который можно использовать для восстановления кошелька при помощи, например, Electrum. Много слов, а смысл таков. Обычно это легко. Восстановить ваши монеты при помощи секретной фразы. Вам не понадобится никакой айтишной мудрости. Если для вас это сложно и вы столкнулись с проблемой совместимости кошельков, все, что вам необходимо для получения ключей, ваш сид. В наихудшем случае понадобится немного поработать. Если кошелек правильно развертывает приватные ключи из мастер-ключа, вы не потеряете свои монеты. Главное держать сид при себе и никому его не показывать. Теперь давайте углубимся в подробности. Что происходит? С помощью каких таких техник работает магическая последовательность слов? И в конце концов, безопасен ли весь этот процесс? Чтобы осознать принцип работы ключевой фразы, вам нужно больше знать о том, как хранятся биткоины. Возможно, вы уже знаете, что получаете монеты при помощи адреса. Этот адрес образуется из ваших публичных ключей, а они образуются из приватных ключей. Таким образом, сначала ваш кошелек сгенерирует приватный ключ, затем он разворачивает публичный ключ, а потом он трансформирует публичный ключ в адрес. Очень простой способ сохранить монеты. Просто записать или сохранить ваш приватный ключ в зашифрованный файл. Приватный ключ похож на случайный набор цифр и букв. Ваш сид является ключом, магической дверью, соединенной с целым миром ключей и адресов. Это нечто вроде карты, показывающей вам, где найти ваши биткоины в безбрежном океане. Вы можете развернуть ключи для лайткоина, Monero, эфириума и так далее из одного и того же ключа. Вот почему мультивалютные кошельки вроде Jaxx или Exodus могут при помощи одного сид-ключа сохранять сразу множество криптовалют. В теории сид-ключ совершенно безопасен и является жесткой математикой, но на самом деле вам не хватает всего лишь еще одной капли паранойи, чтобы сказать: а как я могу быть уверен, что сид, произведенный на моем компьютере, знаю только я? В том случае, если кошельки вроде Electrum, Mycelium и Exodus создают последовательность слов, откуда вам знать, что не существует скрытого кода, отсылающего слова третьей стороне? И как вы можете точно знать, имеются ли на вашем компьютере вирусы-шпионы, ждущие, пока биткоин-кошелек загрузит сид в оперативную память, а затем крадущие его? Вы никогда не получите полную безопасность. Никогда. Но вы можете получить ее в достаточно высокой степени. Для этого вам стоит использовать генератор BIP39, вроде того, что предлагает сделать Иэн Коллман. Затем вы сохраняете сайт для его использования на жесткий диск своего компьютера. Выключаете интернет и запускаете сайт в режиме оффлайн. Теперь вы можете дать программе создать сид без подключения к интернету. Когда процесс создания завершен, запишите сид на бумажку. Если хотите хранить его в цифровом виде, шифруйте файл при помощи сильного пароля и программы, которой вы доверяете. Затем прокрутите вниз и запишите BIP39 мастер-ключ. Прокрутите еще ниже, кликните на производные BIP44 Derivatives. Запишите некоторые адреса. Выбор адресов для получения средств зависит от того, в каком кошельке вы собрались разворачивать их. Некоторые читают производные от BIP32, некоторые от BIP44. Multibit умел восстанавливать все типы производных. Давайте проверим все это на практике. Для этого мы скачали кошелек Bidder к себе на компьютер. При создании кошелька Bidder автоматически генерирует сид-фразу. Эту фразу мы запишем в текстовый документ для последующего восстановления кошелька. Это небезопасно, и никогда не записывайте сид-фразу в текстовый документ без шифрования. Запомните адрес кошелька, открытого в Bidder.
Теперь мы скачаем кошелек CoinOmi на свой телефон для восстановления кошелька через сид-фразу. Далее, используя функцию Restore Wallet, мы вводим сид-фразу в кошельке CoinOmi, которую нам сгенерировал Beezer. После ввода сид-фразы кошелек требует установить пароль для входа, и далее мы попадаем в интерфейс, в котором видим тот же самый адрес, который был в кошельке Beezer. Таким образом, лишь с помощью сид-фразы из кошелька Beezer мы восстановили свои средства совершенно через другой интерфейс взаимодействия с блокчейном CoinOmi. Если вам интересны подобные ролики, то напишите об этом в комментариях и поставьте лайк. Также не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео.